Наша яхта вышла из Саранды, и мы отправляемся к одному из самых красивых пляжей Албании – Кроорес-Бич. Весь этот день мы провели на яхте и на пляжах. После обеда Алису начала рвать. Мы подумали, что перегрели ее на солнце и надеялись, конечно, что все обойдется. Но не тут-то было. Ну что, у нас не обходится без каких-то таких случаев. Мы сейчас в госпитале Албании в Саранде. Потому что Алиса перегрелась сегодня на яхте на солнце, и у нее сильная рвота, мы не можем остановить. Идем к педиатру. Уже 25 минут прошло. После последнего раза. А так она вообще рвет каждые 15 минут, и мы боимся уже. Не дыши. Только послушают тебя, и все. А теперь спинку послушай. Послушай, ты же доктором была у нас? Дышите. Не дышите. Что-то не покажешь, покажи. Сейчас нам капельницу поставят, ждем мы медсестру. Покажи. Пойду я на балкон выйду пока. Где-то там набережная, а где-то в той стороне наши детки нас ждут. Тебя мама тебя больше Да, все уже, больше ничего не делаем. Мы Алисе поставили бабочку, да? Сейчас бабочку покормим и пойдем. После коронавируса, который мы перенесли тогда дома, мы уже спокойно к этому относимся. Да? Ты такая молодец. Умница. Такая у нас умничка. Бабочка, да? Где наша бабочка? Вот она, бабочка. Мы кормим бабочку? Кормим бабочку, да, дочь? Сейчас Не мы кормим? прокапаемся и поедем домой спать. Очень внимательные и приятные врачи здесь. Какая ты молодец. Такая ты умничка. Вообще не плакала, не кричала. Пошла я узнать, сколько мы должны за все, а оказывается, в Албании полностью бесплатная медицина. И не имеет значения, ты турист или местный житель. И это, конечно, повергло нас в тихий шок. Капались мы долго. Всем доброе утро. Вчера нас отпустили домой из больницы. Ночь прошла ужасно, потому что у Алисы поднималась температура. Рвота была непрекращающаяся. Ночь мы практически не спали с Геной. Вот сейчас утро, 7 часов утра мы вернулись назад. Мы сейчас снова капаемся. И нам сегодня возвращаться в Украину. Дорога дальняя, 1600 километров. Я не знаю, как это будет. Просто я не понимаю. Сейчас температура 38 утром. Просто вообще, что нам делать? Или оставаться еще на день в Албании? У меня нет слов, одни эмоции. А еще пока мы были вчера в больнице, Тая обожрала сладкого, у нее поднялся ацетон, и она тоже рвала. В общем, веселье у меня такое, что не передать словами. И когда вчера капались температуры, что у нее не было вообще, я уже обрадовалась, что все пошло на спад, а не тут-то было. И Алиса просит воду постоянно, и потом это все вырывается. Доктор сказал много воды не давать, но она плачет, кричит криком. Ну как я ей могу? Я не знаю, что делать. Вроде и хорошо, чтобы ребенок пил, да, получается, во время таких вещей, чтобы интоксикацию снять. У нее оно все назад выходит, водой этой же. Я не знаю, как мы поедем, нам нельзя уезжать в таком состоянии. Ее рвет вообще еще хуже все стало. Температура не сбивается. Выбора у нас не было. Если бы мы не выехали сегодня, Ася не успела бы подать документы и не поступила бы в университет. Так было принято нелегкое решение отправляться в дорогу. Врачи Саранды выписали нам кучу лекарств, рассказали, как и что принимать. И да, виной всему был не перегрев на солнце. Это ротавирус. Зацепить его Алиса могла где угодно, но надо же было именно в дорогу нам такое. Жаропонижающее держит около часа, затем температура снова поднимается до 39. Диетическую еду и вообще любую еду Алиса не принимает, съедает пару ложек и через минут 10 все назад вырывает. Нам страшно.
Мы понимаем, что, скорее всего, дело идет к тому, чтобы заезжать в следующую больницу и капаться снова. Проезжаем очень красивые города, красивые места, но понятно, что нам сейчас абсолютно не до этого. Остановились где-то в горах, в лесу. Сейчас Алису ополоснем, температуру не можем сбить. Сейчас покупаемся, купи-купи сделаем. Я тебе сейчас найду красивую шишку тут. Ты видела, сколько их много? Шишки? Возьмем одну шишку в машину с собой? Алис, не возьмем? Да. Хорошо. Когда она спит, мы с Геной немножко выдыхаем, едем дальше. Мы не спали уже больше суток. После каждого питья и приема пищи Алисиного мы надеемся, что рвота больше не повторится и температура не поднимется. Но этого не случается. Именно сейчас, когда мы весь день в дороге, 41 градус на улице. Это просто невыносимо. Выходить даже из машины. Мы здесь под кондиционером сидим. Адская жара. Жарко. Немножко полегчало нам после жаропонижающего. Танцует красиво Алиса. Мы проехали 350 километров и въехали в Македонию. Наступил вечер, Алисе стало хуже. Дальше никто уже ничего не снимал, потому что температура поднялась до 40, и она начала терять сознание. Ургентное отделение мы искали в первом попавшемся городке с огромной скоростью. Было очень страшно. Помню, как у меня тряслись руки и стучало сердце. Алиса молодец у нас, выдержала новую бабочку и такую капельницу. Папа ждет в машине с Асей из стаи. Его сюда не пустили. Алиса просит есть и пить, ей ничего не дают. Сказали, нельзя, только капать. Она плачет, рыдает. Здесь игровая детская комната, в которой нельзя играть. Видимо, из-за карантина не работает. Здесь палаты, все через стекло соседнее, получается, идет. И все друг друга видят, все на виду. Дотя. Гену не пускают, он спит в машине. Дети тоже спят, сейчас 7 часов утра. Я тут выпросила сухарики для Алисы. Вообще ничего нельзя. И компотик. Компотик тебе налить в бутылочку? Расскажу вам про наглость македонских больниц. Естественно, бесплатно здесь ничего нет. Здесь не так, как в Албании. Захотели с нас 100 евро. Пока мы не оплатим, ничего делать не будут. Мы сказали, хорошо. Сейчас целый час я бегаю, ищу ту медсестру. Еле-еле поставили капельницу. Капают один физраствор, просто чтобы снять обезвоживание. Это все не помогает, ей плохо, у нас диарея, рвота. Вот, минимум еще глюкозу нужно поставить, ничего никто не хочет делать. И сейчас начали Гену на приемном покое разводить, что, мол, давайте не 100 долларов, не 100 евро, а 300 вы нам должны. Ну и тут уже мой муж не выдержал и открыл рот. И там сейчас такая ругня просто стоит, я даже не хочу туда близко подходить. Но сейчас просто они там все выхватят. И мы сейчас докапаемся, я добьюсь как-то, чтобы ей кроме физраствора еще что-то нормальное сделали. Хотя бы интоксикацию эту снять. Вот. И если температура спадет, будем ехать дальше. Надеюсь, что уже не будет это все возвращаться, этот ужас, который мы сегодня ночью пережили. Вот банка физраствора, которая у нас стоит 20 гривен. Они нам здесь зарядили 300 евро за это. Ну это просто вообще жестяк. Нас перевели в отдельную палату. Сейчас мы здесь сами уже с Алисой. Эти сутки были самые страшные. Алиса горела, температура была больше 40, она не сбивалась. Самый тяжелый день и ночь прошли. Мы забрали ребенка из больницы, сейчас грузимся в машину и будем ехать из Македонии в Украину.
Мы опоздали на поезд. Тая должна была сегодня уезжать в Карпаты с тренером своим в тренировочный лагерь. Но уже она не успевает, поэтому нам придется отвезти ее туда на машине. Вчера была 40 температура, у малой целый день. Сбить не могли ничем. Капельницы ставили, 2 литра ей закапали всего. Ну, в общем, был какой-то кошмар. Естественно, было не до видео, я ничего не снимала. Просто вот сейчас об этом расскажу. Сейчас у нас уже 37,1. Нам полегче, и у нас сейчас будет долгий путь. Нас за сутки вылечили практически, да, дочь? Что нужно сказать доблестным врачам Македонии? Большое спасибо. Вот. И как они отстаивают честь страны. Мы когда приехали, с нас потребовали 100 евро в сутки за лечение. То есть минимум сказали 3 дня, 300 евро надо оплатить. В общем, вы же понимаете, я с Одессы, без торгов не обошлось. Мы договорились за 100 евро. Нет, так они изначально сказали 100 евро, да. А потом, когда мы сказали да, через пару часов они решили, что можно с нас содрать Да. 300. В общем, торговались обратно на 100, оплатил я 100 евро. Но потом я прибег к силе убеждения, сказал, что мы были в Албании перед этим. И там все эти процедуры абсолютно бесплатно. Чем Албания лучше, чем вы. Вы позорите честь страны. В общем, короче, через час мне деньги вернули. В общем, все сутки пробыли мы здесь бесплатно, лечились, детей кормили, даже переночевали. И ни копейки денег за это не взяли. Спасибо врачам. Ася и Тай тоже приносили еду столовскую, так же, как и Алисе. Ну, в Так что общем, спасибо такое. врачам, спасибо Македонии за то, что сделали с нашей принцессой все, что могли. Да, дочь? Едем. Едем. Мы уехали из этого маленького городка Велес, и смотрите, радуга нам в дорогу. Что там? А вот уже и граница с Болгарией. Она просто в меня плюет. Она взяла меня и начала вот так Она языком плевать меня. Она просто меня в лицо. Она начала первая меня пересадила и начала плевать. Алиса от них ушла просто, ну это дурдом какой-то. Тая. И нормально она бьется и Она бьется сначала на меня пересела сюда, а потом начала плевать. Температура у нас сейчас 38, опять поднялась к вечеру, ну, по крайней мере, уже так она активная. Лекарства мы даем. Ася ж там спряталась. Ты тоже прячешься. А где Алиса? Где Алиса? Румыния. Потихоньку мы приближаемся к дому. Надеемся, что Алиса уже пошла на поправку. Кризис позади, и ее организм смог справиться с пережитым ужасом этих дней. Дома в Одессе у нас будет ровно час, чтобы сменить одежду, кое-что взять и отправиться снова в дорогу длиной 1000 километров в Карпаты. Нужно везти Таю в тренировочный лагерь, ведь на поезд мы опоздали. Ася подаст документы в университет и присоединится к нам через 2 дня. Спасибо всем вам за поддержку и смотрите наши Карпаты в следующем выпуске.